Всем привет, друзья! Главный дилетант страны на связи. Сегодня продолжаем обсуждать ту лавину, тот поток информации, которая выливается на нас из-за войны в Нагорном Карабахе. Я, как и вы, отслеживаю из нескольких источников и решил сегодня поделиться с вами несколькими соображениями по последним событиям, которые происходят. Первый момент, на что я хотел бы обратить внимание, это риторика. Риторика со стороны Армении. Вы знаете, за последние, наверное, 10 дней тут я отмечаю очень большой такой крен, который перешел от чисто антитурецкого и антиазербайджанского в сторону, как я, пусть только никто не обижается, назвал это крокодиловые слезы в сторону Российской Федерации. Очень многие, скажем так, армянские блогеры или проармянские блогеры начинают выставлять Армению уже массово как некий форпост такого христианского мира, который выдвинут на самое острие борьбы с разными проявлениями исламского терроризма. Ну, во-первых, хочу заметить, что война в Нагорном Карабахе никогда не выставлялась и никогда не была религиозной. Да, действительно, большинство граждан Азербайджана это мусульмане, это не секрет, но никогда не шло никакое противопоставление вот именно религии. Поэтому привлечь сюда религиозные вопросы и закрываться вот этим вот щитом борьбы за христианский мир, ну, мне кажется, просто глупо. В конце концов, Азербайджан это светское государство, и нету никаких, в общем-то, там, скажем так, гонений, давлений на христианский мир. Поэтому, мне кажется, это утопия. И дальше еще один крен начался, конечно же, в связи с тем, что Кремль до сих пор не сделал резких заявлений. Хотя мы знаем ряд таких шагов, которые в свое время сделала Российская Федерация и продолжает их делать сейчас, как бы направленные на поддержку Армении в этой войне. Но вот риторика, опять же, почему я говорю, такое вот обращение идет к русским как к единственному способу спасти армян как некая, не некая, вернее, а как нацию. Причем, если раньше просто были такие призывы к России, то теперь такая вот нотка в этом всем есть, знаете ли, недоумение. А почему до сих пор сам великий король Путин ничего не сказал? Да и не скажет он в ближайшее время. Ну, мы знаем, что, допустим, в Ереванском аэропорту пограничный контроль совершают российские пограничники. Так что Российская Федерация представлена очень широко с военной точки зрения в Армении. Переговоры, которые прошли в Москве 11-часовые под патронатом, если можно так выразиться, господина Лаврова, естественно, ни к чему не привели. Перемирие, которое он анонсировал, не состоялось. У него вообще сложилось впечатление, что обе стороны только ждали вот этого время Ч, когда должен прекратиться огонь, чтобы мгновенно обвинить друг друга в нарушении этого перемирия. Такое даже впечатление, что они как-то соревновались, кто сделает это быстрее. Второй момент, на который я хотел бы обращать внимание, это то, что война непосредственно начинает затрагивать мирных жителей, что, собственно, было из самого первого дня, но учитывая развитие конфликта, все это идет по такой, знаете ли, нарастающей. Ну вот последние обстрелы азербайджанского города Генджи, которые вызвали достаточно жесткую реакцию в мире. Обстрелы Степанакерта продолжаются в непризнанном Нагорном Карабахе. Поэтому мирные жители
продолжают гибнуть. Что касается военной составляющей, опять же, я не военный эксперт, но отсеивая массу информации, которая приходит, мы можем опираться на официальное заявление, официальные признания. Так вот, вы знаете, что Азербайджан засекретил количество жертв в этой войне. На сегодняшний день армянская сторона признала 673 погибших военнослужащих. Про мирных жителей данные достаточно разные. Ну вот, допустим, из-за обстрела Генджи погибло, по официальным данным, 13 мирных жителей. Естественно, есть свои жертвы и среди населения с армянской стороны. Еще то, что мы официально можем уже говорить, то, что признано, это все-таки то, что город Джебраил освобожден азербайджанской армией. Там на определенном участке военные действия идут вдоль границы с Ираном. Иран, как мы знаем, поддерживает Азербайджан в этой войне. И как бы так они идут вдоль границы, ну, с прицелом дальше на удар по Лачинскому коридору. Только сегодня, вернее, давайте так, вчера президент Азербайджана Алиев выступил, я бы так сказал, с достаточно жестким заявлением, таким бескомпромиссным, где заявил такие две знаковые вещи. Первое, это то, что Азербайджан не прекратит свое наступление. И после этого задал такой риторический вопрос, озвучив цифру, ну, откуда он ее получил, это мы обсуждать не будем, а цифру он озвучил, что военной техники и вооружения с армянской стороны уничтожено уже на 2 миллиарда долларов. И вот он, я фактически процитирую, спрашивает, откуда у такой бедной и нищей страны столько вооружений. Ну, оставим этот вопрос без ответа, потому что мы просто не знаем ответа на него. Так вот, сегодня, после этого заявления господина Алиева, Минобороны Армении выступила с заявлением о том, что часть азербайджанских войск попала в окружение, и они даже якобы там готовы открыть коридор для их выхода. Буквально через час прошла информация от Министерства обороны Азербайджана про то, что никакого окружения нету, но есть контрнаступление, вернее попытка контрнаступления армии Нагорного Карабаха, в основном на Джебраильском и Физулинском направлении. Ну, в этой связи стоит отметить еще один нюанс, что, в общем-то, российский политикум, российский истеблишмент, который так или иначе всегда симпатизировал Армении, начинает проявлять себя во всей красе. Я не буду говорить про визиты разных мразей, которые считают себя певицами эстрадного жанра, которые в свое время посещали террористические образования ДНР и ЛНР в общем-то, с плакатами «Русский мир вперед». Но, скажем, вот такой небезызвестный российский политик, господин Милонов, посетил Нагорный Карабах и, в общем-то, сделал там ряд провокационных заявлений, что, конечно, Азербайджан сразу отреагировал на официальном уровне, уведомив господина Лаврова, ихнего министра иностранных дел, что как бы это не совсем корректно. Еще один момент хотел бы обратить. Вы знаете, на днях состоялась встреча президента Украины с Реджипом Эрдоганом, на котором Эрдоган сделал одно заявление, которое мы, конечно же, приветствуем, о том, что Турция никогда не признает аннексию Крыма, и Крым это Украина. Так вот, это немедленно было подхвачено некоторыми армянскими блогерами как еще один повод того, чтобы вот обратиться к России и сказать, ну вот Эрдоган враг, давайте действовать совместно и так далее и тому подобное.
Вот. Причем эти самые блогеры, как выяснилось, не знают даже того, что между Арменией и Турцией нету дипломатических отношений. Ну вот вам уровень знаний этих блогеров, хотя их там читают, я посмотрел, там сотни тысяч человек. Ну, я в шоке. Ну, пока что все. Мы будем следить за этой темой. Будем отсеивать по возможности фейки. И если произойдут какие-то знаковые события, сразу же что-то запишем. Ну, а если нет, так может быть тогда будем записывать подобного рода вещи раз в неделю. Кстати, напишите, если вам это интересно. Поставьте, конечно, лайк, если не жалко. Ну и отдельная будет благодарочка, если вы подпишетесь на канал. На сегодня все. Пока-пока, друзья.